Неужели наш великий Лолошка вдруг Тихо. А? Говорит отец. Ну черт возьми! Пусти меня! Знаешь, ты просто бесчувственный придурок, Джон. Я не забыл твоих слов тогда у схождения, когда ты назвал своего единственного друга вещью. О, очки! Куда? Обалдеть, с чего бы начать-то? История нападения людей на эльфов и последние минуты перед исчезновением ритуального клинка. Предыдущая серия — это не только невероятно крутой кусок воспоминаний из жизни эльфов, не только отличное понимание, почему эти эльфы вымерли, но и очень шикарное объяснение, почему епископ Луки все эти сотни, тысячи или даже десятки тысяч лет не мог найти лезвие, ритуальное лезвие. Прямо перед смертью один командир эльфов по имени Таурил, зная, что Луки пришел за лезвием, спрятал это лезвие за магическим барьером-загадкой. И, как оказалось, вновь увидеть этот артефакт можно только при помощи другой части артефакта — наручей эльфов. Тех самых наручей, которые использовала Сайриса. Обо всем этом спустя много-много-много лет догадался наш единственный и неповторимый Джон Дэйви Харрис. Вот только, господа, дамы, все это не самые лучшие новости. Как только мы нашли лезвие, мы встретили его, епископ Луки. Он дождался, пока мы сделаем всю грязную работу за него, и бам, продолжение следует. Зная, что епископу, возможно, миллионы лет, и ему очень нужно это лезвие, вряд ли мы просто мило побеседуем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы нашли то, что нужно ему, епископу Лукию. Пройдя через воспоминания падения границы эльфов и людей, через воспоминания о том, как было утеряно лезвие, часть золотых наручей, мы столкнулись с тем, кто явно выжидал. Епископ Луки собственной персоной, встречайте! Человек, который, возможно, даже и не ожидал, что мы сами сделаем всю грязную работу за него. Что ж, наша встреча произошла, тут же продолжение следует, и что будет сейчас в этом продолжении, узнаем через 3, 2, 1. О, вот он. Вообще, кстати, знаете, я ни разу не видел, чтобы Луки использовал какую-то магию. Сейчас я преподам Нет, урок. Сайриса. Что? Ты сейчас Я серьёз- сказал, успокойся. Эй, Мне кажется, нужно уходить отсюда. Ой, да что ж вы оба такие... Я говорю, нет! Это же отличный шанс добыть нужную нам информацию. Неужели вы не О, пой- прошу, Джон, сейчас не время. Луки не стал бы соваться к нам в одиночку, нам нужно... Я сказал нет. Я не трус, Лолошка. Прошу, уходим сейчас же. Джон! Ну ты же сам говорил, что Луки опасен. Ты сам даже не представляешь, на что он способен. Так, подожди, а что происходит? Это типа я сейчас играю за GDH и отвечаю Лолошке. Понял. Луки тем временем просто стоит. Ладно уж, деточка, пойдем отсюда. Повторю еще раз, Лолошка. Нет, нам нужны ответы, и мы получим их сейчас же. Ладно, уходи, Лолошка, если хочешь. Я остаюсь, потому что никто не смеет называть меня трусом. Ну, наверное, уходить мы... Не надо уходить, потому что скин ты так рядом, если что, мы телепортируемся. Нам нужны ответы, и мы получим их сейчас. Да и тем более подумай сам. Мы даже не знаем, чего это вдруг он решил заявиться сюда. Ну, блин, ну, очевидно же, Джон, он пришел за артефактом. Это не-не-не-не-не. Откуда он знал, что мы будем здесь, а? Джон, ты серьезно сейчас... Ты же тоже видел, что... Погоди, а что это у нас происходит? Неужели наш великий Лолошка вдруг Тихо. А? Говорит отец. Ну черт возьми! Пусти меня! Эй, что происходит? Тише, дети мои, не сопротивляйтесь. Все согласно его плану. Вдобавок, орки создания сами по себе нервные. Не стоит их нервировать. Вы же не хотите пройти ускоренный обряд очищения? Пусти, хорошо! Ну вот, так-то лучше. А теперь... Эй, Луки, что ты сделал с Сайрисой? О, да не переживай, дитя. Ничего я с ней не делал. Но где она?
И прекрати меня так называть, я тебе не дитя! Ну как же так? Все мы дети отца, юнец. Даже если того не подозреваем. Тем более вы куда более дети, чем можете себе представить, маленькие междумирцы. О да. Отец знал, что реликвия эльфов приведет вас в Сангхогол. Как знал и то, что вы наблюдаете за мной. И вот вы здесь, заигравшиеся заблудшие детишки. Ну нетушки, до глупых детей ты зря нас редуцируешь, епископ. Во всяком случае, меня так точно. Я вовсе не глуп и понял все сразу. О, а ты все так же не упустишь шанса принизить своего брата, да? Ничего ты не понял, дитя. Но скоро поймешь. Ведь вы хоть и думаете, что сопротивляетесь воле его, но лишь приближаете неотвратимое. Вы заботливо помогли избавиться от последней преграды на пути к вечному очищению и явлению его во плоти. Да будут же очищены небо и земля деянием твоим, о Отец! Так, как интересно выходит, да? Твой отец-то, получается, на самом деле так себе отец. К чему это, дитя? О-хо-хо. Прошу выражаться яснее. Да я к тому, что отец твой такой слабак, что ему одна эльфийка преградой является. А еще он бросил всех своих детей без присмотра шататься по умирающему миру. И вместо того, чтобы самому воплотить все свои пророчества, он посылает какого-то деда в рясе совсем разбираться. Серьезно? О, богохульствуй. Богохульствуй сколько тебе угодно. Почти все реликвии собраны. Скоро все случится, дитя. Скоро. Тебе не избежать неотвратимого, когда узы будут разорваны. А, так вот что означает... Эй, Лукий, ты меня достал! Что за... Бедный заблудший Лолошка. Не сопротивляйся неизбежности. У отца на тебя большие надежды. И желает он участия твоего. Что происходит? Джон? Нет, нет, нет! Ничего себе! Сариса! Как же теперь мы будем? Если Лукий говорил правду, что это был последний артефакт, то... Ради чего я сейчас сражаюсь? Эй, Лолошка! Осторожно, сзади! Да, Джон! Точно, Джон! Это все Джон! Он меня сюда притащил! Он не хотел уходить! Отдал Сайрису и артефакт! Хватит с меня! Боже мой, что происходит? Лолошка, ты это самое главное, там не надо. Лолошка, не наори мне. на Джона сейчас. Я вот больше всего сейчас боюсь какой-то ссоры, потому что все будет сильно хуже. Только, как я понял, Луки получил последний артефакт и забрал Сайрису. В итоге... Так, ладно. За мной. Что, нам нужно заново активировать, да? Капец! Это было копье отца, которое упало с неба, вы же поняли? Вау. Ты можешь заново восстанавливать? А я думал то, что... то есть мы даже не поговорим, я понял. Последовать за Джоном, путеводный скинт. Блин, а вы же понимаете то, что скорее всего Сайриса, именно Сайриса является последним артефактом. Даже нет, не так. Возможно, для того, чтобы все получилось в плане ритуала, нужен эльф. А раз уж Сайриса у нас единственный эльф, то как будто очевидно. Короче, последовать за Джоном. О, ну здравствуй. Потрясающе, Джон, просто потрясающе. Что? Серьезно? Мы теперь не только потеряли Сайрису, но и отдали невероятно важный артефакт в руки нашему врагу, Джон! Не совсем, Лолошка. Сейчас. Артефакт у нас. Информация тоже у нас. Что? Ты издеваешься? То есть ты бездушно продал Сайрису за информацию? Успокойся. Так нужно было, Лолошка. Нужно? Что значит нужно, Джон? Послушай, ты сегодня замолчишь или нет? Иногда для продвижения к цели приходится чем-то жертвовать. Блин, ладно, на самом деле, даже несмотря на то, что я играю за Лолошку,
ну, я за GDH. Конкретно сейчас я не хочу, чтобы эти двое ссорились. Я понимаю то, что это все не то, чтобы контролируется, и рано или поздно все равно произойдет какой-то вот этот эмоциональный взрыв, ибо с каждой серии они вдвоем меняются, и видно, что GDH скорее более такой, знаете, уравновешенный, что ли, а Лолошка, наоборот, вспыльчивый. Я не хочу об этом больше разговаривать, просто уйди. Что? Вот я боюсь выбирать это, потому что просто уйди вполне может означать, типа, уйди с этого острова и больше никогда не возвращайся. Конечно, приходится жертвовать, но никогда речь идет о твоих друзьях, Джон. Джон, ты совсем рехнулся? Тут все варианты так себе. Ну, не знаю, ты рехнулся? Джон, прошу тебя, серьезно, жертвовать. Она была последней эльфийкой, до которой не дотянулся Лукий. Была твоей подругой, в конце концов. Ключом к нашей миссии. Сайриса не какая-то фигура на доске. Нельзя жертвовать людьми ради какой-то там информации. Ой, да ладно. А еще, кстати, мы даже толком ничего не узнали. Что вот ты понял из его пафосных речей, Джон? Что ты понял? Давай. Да прекращай, Лолошка. Хватит, уйми свой пыл. Да, успокаивайся. Артефакты нужны Луки, чтобы освободить этого самого отца. Неужели ты не понимаешь? Да, но если ему нужны эти артефакты, то зачем он бросил золотые наручи в Эшхолде, под церковью? Ой, ну как же... Очевидно, для того, чтобы мы достали вторую часть и отдали ему Сайрису. Ну, вообще, кстати, я до этого догадался. Я так и понял то, что мы сделали за него грязную работу. Ладно. Ну а где теперь их искать, Джон? Кроме Сайрисы, никто не сможет создать лекарство от заражения. Но что меня больше всего не оставляет, так это то, что ты просто взял и отдал друга. Притом отдал тому, кто буквально уничтожил всех других эльфов. Джон, ты чудовище. Тихо. Не кидайся словами, за которые придется отвечать, Лолошка. Мне самому не нравится перспектива оставлять Сайрису в руках Лукия. Но я абсолютно уверен, что с ней ничего не случится. Уймись. А, правда. Значит, ничего не случится. И откуда же у тебя такая уверенность? А? Оттуда, что она нужна ему живой. В любом ином случае он не стал бы тратить время на поимку. Подумай сам. Более того, учитывая то, что он сказал, уйти бы не помогло. Он бы просто подождал еще. А потом еще и еще. Да, но мы стояли рядом со Скинтом. Мы могли просто уйти, ты же сам говорил. Ага, мы. А Сайриса? Как бы она воспользовалась Проксом? Ну? У тебя на все есть отговорка. Вечно все гениальный Джон просчитал, продумал и знал, конечно. И почему-то я всегда должен слушать то, что ты говоришь. Но ты никогда не слушаешь меня. Ну, тебе никто не запрещает не слушать меня. Только тебе же хуже. Да, знаешь, мне начинало казаться, что мы сможем быть хорошими напарниками. А ты... Так. Продолжай. Так вот, я думал, что ты хоть немного да изменился. И неважно, будь то мое влияние как человека, или это долбанное идиотское сращивание, но ты так и остался эгоистом. Эгоистом, думающим только о себе и своих целях. Нет, Лолошка. Я не эгоист и никогда им не был. Просто диапазон того, что волнует меня, гораздо меньше твоего. Особенно, если это касается межличностных отношений. О, не надо. Я сомневаюсь, что этот диапазон у тебя вообще имеется. Я не забыл твоих слов тогда у схождения, когда ты назвал своего единственного друга вещью. Блин, кстати, а ведь это правда. Если что, речь про последнюю реальность. У Джона действительно был свой друг по имени Саймон, но вот незадача. Этот Саймон не живое существо. Это автоматон, робот, но очеловеченный робот. То есть автоматон, который может мыслить как человек, думать как человек. И в один момент Джон назвал своего, ну, получается, единственного друга в кавычках вещью. А Лолошка это не забыл. Но даже несмотря на то, что Лолошка в каких-то моментах прав, особенно вот здесь в конце, мне кажется, пора бы уже закончить этот диалог и не развивать его дальше. Но знаешь, заботься ты о других хотя бы немного. Может быть, и не пришлось бы создавать себе друзей буквально своими руками, как Саймона. Слушай, ты правда сейчас хочешь поговорить об этом? Да тут и не о чем говорить. Все и так понятно. Именно, хватит. Короче, ладно, Джон, я просто пытаюсь донести тебе, что нельзя поступать так, как ты поступил с Сайрисой. Ой, что ж так Сайриса. Что ты так заладил-то с ней, а? Серьезно? Лукий забрал твою подругу, Джон! Подругу?
Как все просто в твоем мире, Лолошка, подругу! Да к твоему сведению, Сариса терпеть не может людей. Да, я в курсе. И при этом она пускала тебя в свой дом и слушала твои идиотские длинные речи и самовосхваления. Она согласилась работать с человеком, потому что ты попросил ее. Для тебя это правда ничего не значит? Ой, да ладно тебе. Она всего лишь смогла пересилить расовую неприязнь, просто чтобы дело ее народа продолжилось. У нее была цель, которая выше обид и предрассудков. В этом, кстати, мы с ней похожи отчасти. Только вот мои цели более глобальные и сложные. Слушай, если ты правда так думаешь, то ты не просто глупый, но еще и слепой. Ой, короче, знаешь, что я думаю? Может быть, тебе стоит на себя посмотреть? Меньше эмоций, больше логики, Лолошка. Тогда ты сразу заметишь, как абсурдны твои слова. То есть ты сейчас обвиняешь меня в излишней эмоциональности, правильно? Браво, браво. Знаешь, твои эмоции приводят к поспешным решениям. А поспешные решения приводят к необратимым последствиям, дружище. Не говоря уже про твой альтруистический настрой. Нельзя помочь всем, Лолошка. Я говорил это неоднократно. Ах, как же ты меня слушал. Себе бы помог сначала. Я вот себе помог. И как видишь, гений из нас двоих один. До моего уровня тебе, конечно, не дорасти никогда, но шанс стать лучше точно есть. Ой, как же ты можешь это говорить? Знаешь, ты просто бесчувственный придурок, Джон. Интересно, как бы отреагировала Саша, если бы она... Не смей ее вспоминать! О-хо! Так, это... О, очки! Саша. Куда? Окей. Но это задело. Это его задело, да. Ну какого же черта он себе позволяет, а? Так, прежде чем Лолошка продолжит, немножко пояснение. Саша — это сестра Джона. То есть родная сестра, буквально. Мы ее также видели в предыдущем сезоне, но в виде робота. И если судить по сезону «Последняя реальность», Саша — это, наверное, единственный человек, которым Джон прям, не просто дорожил, а дорожил. Вот так вот. И то, что сейчас Джон ударил Лолошку, это было... Да, Джон мог просто согласиться с тем, что да, типа, неправильно поступил, окей, но вместо этого он начал говорить: не-не-не-не, ты не понимаешь, мои идеи самые крутые, я классный, а ты тупой, и мои все планы намного глобальнее, чем у всех остальных. И Лолошку как бы это тоже не успокаивало, и он продолжал бычить. Это на самом деле очень реалистичный диалог, когда злость дает злость. Негатив на негатив — это еще больше негатива. Ладно, продолжаем. Я не считаю, что перегнул или что-то около того. Он поступил как последний подонок. А еще щека побаливает. Так, ладненько. А где мы в итоге? Ой. Привет. Стоп! Мы в лагере выживших. Ой, ребят, у вас что, совсем еды нет? Я сначала подумал, что ты зомби. А ты погляди, они, оказывается, отстраиваются. У них деревянный забор появился. Есть входы, выходы, доступ к воде. Прикольно, молодцы. Ладно, я вообще могу с кем-то поговорить? Здравствуйте. Как же я это должен донести? Что? Дерево? Эй, Ой. давай помогу. Спасибо. Все, да, действительно дерево. Замечательно. Вот, смотри, Джон, смотри! Вот это и есть командная работа! Вот бы ты хоть немного подобное умел. Хотя... у нас же вроде как получалось пару раз. Нет? Все равно ненавижу. Так, ладно, я понял. Намек я понял. Нам нужно сейчас простить Джона. Все, я понял. Лолошке надо простить Джона. Нужно найти командную работу здесь. Или что-то в этом духе. Здравствуйте. Так, здесь ничего. Так, может быть, здесь что-нибудь? Здравствуйте. Ух ты. Эй, ну чего ты тут, сестренка? Ты ела хотя бы? Да когда бы? Сижу вот, слежу. Давай. Иди. Я посижу пока за детишками. Не-не-не, ты чего? Это же меня в няньке оставили. У тебя своей работы хватает. Да успокойся ты, я свое закончил уже все. Ну так отдыхал бы, отдыхай. Ну так вот и отдохну, за детьми посмотрю. Иди давай. Да ладно тебе, все, прекрати кукситься. Да, я и тебе захвачу чего-нибудь перекусить, это... Спасибо. Да уж, я должен быть рад за эшхолцев. Их по пальцам можно сосчитать, но они все равно не опускают руки.
помогают друг другу, выручают. И все это вместе. Кажется, я все-таки перегнул с Джоном. Мне следовало быть помягче с ним. Но даже этот факт нисколько не умаляет вины Джона в произошедшем. Вот, да, правильно. Блин, на самом деле с этим надо что-то делать. Просто даже если это не начало, то хотя бы уже середина перехода, или как это говорится, слияние Лолошки и Джона. А что будет дальше? А дальше будет явно Эй, только подай-ка мне грибы. Но, сестрица, я их еще не чистил. Ну за что мне все это? Так. А ведь я мечтала быть актрисой. С большой сцены смотреть на счастливый народ. Думала, очищение придет, всем сразу станет легко и хорошо. Эй, ну ты не грусти, Листика. Будет еще очищение. Да ладно уж. Надеюсь, очень скоро наступит очищение этих грибочков. Да, Давай сюда хотя бы половину, Ренчик. Нам еще жаркое делать. Сейчас главное накормить всех. но... Давай, давай. Ути. Куда бы я ни пошел, эти люди, и не только люди. Мы с Джоном их спасли, с Джоном. Их воля к жизни, оптимизм. Это просто невероятно. Что ж, мое настроение значительно улучшилось. Надо двигаться дальше. Цель у нас в любом случае одна. Общая. Жалко, что Джон этого не понимает. Да ладно, мне кажется... Самое главное, что мы больше не вспыльчивые. Сорван. Или как тебя, кардинал лучше называть? Привет тебе, Лолошка. Да, здравствуй, Сорван. Я... Ты знаешь мое имя? Да, мне Джон говорил. Да. Я тут... Вот, держи. Это благодарность от меня за спасение этих замечательных граждан. Это меньшее, что я могу. О, спасибо, Сорван. Да, это вам спасибо. Ну, конечно же нам. Ай, пора возвращаться. Так, ну ладно, все, Лолошка, давай, успокоились. Я понимаю, что Джон там наверняка тоже чувствует примерно то же самое. Он на меня злится, я на него злюсь. Да и к тому же мы же не хотим, чтобы по итогу мы соединились в одного Джона Ложку. А? Лолошка, вот, у тебя есть цель. Не объединиться с Джоном. У меня вопрос, а здесь есть какой-нибудь путеводный скинт? О, подожди. Вот он. Да-да-да, сейчас, погоди, сначала здесь проверим. Тут у нас арбалет, вау. Это уже прям полноценная защита. Так, в итоге монстры, кто-нибудь. Где это мы в итоге находимся? Да-да-да-да-да, это прямо около форума. То есть там, где произошла ситуация с Лоренсом. Подожди. Стоп, где это? О! Что это? Кто это, я бы даже сказал? Я прошу прощения. О! Гарпии! Да ладно! О май гад! В этой локации гарпии те самые! А, чумелые ручки. А у меня есть чем подстрелить ее? У меня же просто совсем нечем стрелять, да? Так, сейчас, хорошо. Давай. Получай! Хорошо. Где ты? Блин, а как ее убивать-то? Мне кажется, против гарпий нужно что-то стреляющее, что будет подбивать их. Типа, чтобы они падали, и тогда я их убивал. Да, пока что это прям бессмысленная драка, поэтому до свидания, гарпия. Я понял, вы существуете. Переместиться, измерение сновидений, переместиться. Ой. О, что? Прекращайте! Остановите это! Рознь заставляет свет мерцать. В вашем эмоциональном спектре это чувство зовется гневом. Снова. Опять ты, да? Я всегда была. Все может измениться, если вы не прекратите. Моя сила иссякает. Вы нужны не только мне. Под угрозой все, что светит и живет. Да, ты уже все это говорила. Решила потратить свой драгоценный ресурс на очередное напоминание о Роке. Серьезно. Ваш свет сильнее вместе. Ведь вы первые. Я гасну. Нельзя допустить. Еще немного, и я не смогу. Эй, что не сможешь-то? Да, скажи нам, чего нельзя допустить? вместе вы сильнее. Не теряйте силу. Не отказывайтесь от нее. Ага. Ну ты понял? Да, она права. Ай. Мы тратим времени на то, Лолошка. Так, и это значит... Это значит, что мне стоило послушать тебя. Спасибо.
Я рад, что ты это понимаешь. Знаешь, мне тоже не следовало говорить то, что я сказал. И я правда пошел на поводу у эмоций. Прости, Джон. И ты... меня... прости. Ну что, как, мир? Мир. Руку, ложка. Да. Не жать? Что? Не жать. Не жать. Нет, Джон, давай мы все-таки не будем экспериментировать. Не хочу, чтобы моя рука прилипла к твоей или, знаешь, типа того. Твоя правда. Ах, черт. Ладно, сейчас... Знаешь, мне нужно подумать, что нам делать дальше. Нельзя упускать шанс получше изучить эльфийскую реликвию. Пойду, поизучаю. Хорошо, удачи. Ладно, я, наверное, не буду отвлекать его. Наверняка ему сейчас очень и очень неловко. Это правда. Блин, как же хорошо, что все хорошо происходит. Это, конечно, я не могу сказать, что все хорошо кончается, но хотя бы пока что происходит. А вообще, кстати, если подумать, знаете, мы давно не были в сонном измерении. Hello? Господи. Извините, маршрут забыл. Слишком давно здесь не был. О, стоп, кстати. Привет, чувак. А ты хочешь покушать? Может быть, ты станешь больше? На, держи. Так. О, сюда! Да ладно! Вот это я понимаю, красавчик. Наверное, вот эту плоть пока нет смысла кормить, потому что накоплю штучки 3. Вот тогда да, тогда можно скормить. Сейчас мы проверим, сколько ты даешь. На, крыса. Что? Крысу ты не ешь? Серьезно? До свидания, крыса. Тогда возьмем что-нибудь другое, типа жареная свинина. Да, мы прям обязательно пожарим, потому что все, что дает много сытости, дает, по идее, много спарков. Итак, запоминаем. У меня в конце было 585. Я отдаю ему. И... Сюда! Ух ты! Он уже почти 50 спарков дает. Ладно, это уже хорошо. Если мы прокачаем его еще раз, то, мне кажется, будет давать уже по 100 спарков. Ладно, давай-ка посмотрим. Что у нас здесь? Гимлин, кстати, где? Он у... Нет, он не у Беренгария. Подожди, а где Гимлин? Прошу прощения. Гимлин? Поговорить? О, нет, так не пойдет. Опять бутылки. Надо будет серьезно поговорить с Гимлином, когда он проснется. Я не могу спокойно наблюдать, как он доводит себя. Да, твоя правда. Так, бутылка. Алкоголик 100-го уровня. Вообще, наверное, сейчас интереснее всего проверить Невера. Он здесь? О, господи, ты все еще лежишь, бедняга. Эй, Невер, мы можем? Мы можем поговорить. Невер? Ты как? Никак. Знаешь, Невер, если я могу что-то сделать, то... Рожка, если что, я дал твоему охотнику один из оставшихся отваров. Тех, что варил когда-то Беренгарий. Он передал, что будет рад, если ты навестишь его. Ладно, спасибо. Но я бы все-таки хотел сначала с тобой поговорить. Невер? Ладно, просто знай, что я всегда готов поговорить с тобой. Хорошо? Что ж, надеюсь, хорошо. Да. Все, наш Лолошка вернулся. Немножко пути. Надо бы придумать хоть что-то, что могло бы отвлечь Невера. Да, я знаю, что подобное состояние нужно лечить, а не отвлекать. Но я-то не врач. Задание лекарства от грусти. О, кстати, давно мы заданий не читали. Найти способ поднять настроение Неверу. Эх, состояние Невера ни на каплю не улучшилось. Мне кажется, что даже наоборот. Я понимаю, что ему тяжело и не могу смотреть на его страдания. Надо найти хоть что-то, что сможет приукрасить его будни. Ух ты, а как? Что любит наша ворона? Что наша ворона, ворончик, ворон может любить? Честно говоря, у меня даже на ум ничего не приходит. Так, ладно, все-таки Невер поил Альфреда и... О. Кто это? Это я, Альфред, привет. О, Лолошка, привет. Рад тебя слышать. Рад слышать. Да, я тоже. Ты как себя чувствуешь? Мне сложно ничего не видеть. Зрение — это один из важнейших инструментов охотника. Мне повезло, что у меня еще и слух развит на самом деле. Но все равно непривычно. Да. А еще до ужаса скучно, Лолошка. Если бы рядом хоть кто-нибудь был. Чтобы, не знаю, поболтать хотя бы.
Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Да, я попробую что-нибудь придумать, Альфред. Спасибо. Ты, кстати, тоже заходи. С тобой не так уныло, если что. Да уж. Альфред, на самом деле, если так подумать, это, представляете, ничего не видеть, быть прикованным к кровати, ну, практически быть прикованным, типа, если он будет ходить здесь, то он явно упадет. И вот так вот 24/7 просто лежать, 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 а потом еще лежать. Это даже звучит очень... Ну нет, вот с Балсмогом я точно не хочу разговаривать. Он снова испортит мне настроение, и я снова сорвусь. Нет. Хорошо. Вообще, на самом деле, я не то чтобы хотел. Ну я и не могу поговорить, я могу только поторговаться. И... О, что? Улучшенный кузнечный абразив позволяет обрабатывать более редкие материалы. Что это за редкие материалы, мы, видимо, сейчас не узнаем. Но, если я прямо сейчас подойду сюда, что-то изменится? Там резко черный экран, нет? Нет, никакого нового крафта. Окей. Вообще, кстати, мне писали о том, что вот этот сломанный клинок можно прокачивать при помощи черных кристаллов, которые знаете, где падают? В красных землях. Следовательно, прямо сейчас, здравствуйте, путеводный скин. Я хочу потратить, во-первых, спарки, потому что я могу прокачаться, и я хочу прокачаться. Так, 30-я сила, let's go. Далее перемещаемся, и перемещаемся как раз-таки в поля Сангхогол, красные земли. Угу, здравствуйте. Попробую все-таки убить, наверное, хотя бы одну гарпию. Во, вижу одну. Так, гарпия. Допустим, с помощью лука. Оба! Так, подожди, я еще что-то снял? Реально? А если я... Вот так вот... На! Нет, не попал. Господи, гарпия, тупая гарпия. На! Она реально падает! Подожди, она падает из-за стрел. Я правильно понял? Черт! Нет, ладно, может быть, она и не падает. А как мне сделать так, чтобы я реально мог их убивать? Это же что-то на грани. Ну, типа, это прям нереально. Возможно, потом у меня реально что-то откроется, типа, там, не знаю, магия. Но вот конкретно сейчас это на грани. Я попробую убить. Я просто хочу посмотреть, что выпадет. Но это прям сложно. О, убил. Так, что выпало, проверяем. Необработанная крупица скинта и... Стоп, все? Я потратил, я даже специально засек время, ребята. 3 минуты я ее убивал. 3 долбаные минуты реального времени. Я как бы все понимаю, но, видимо, без стреляющего оружия я не то чтобы буду справляться. Типа, ой, а это кто такой? О! Батюшки, это кто такие? Бляха-муха, это что за слизни? Тихо, моя маленькая, миленькая. Так, я, наверное, хочу крутануться здесь. И... Поехали. Ой, хорошо. Стоп, вы видите, что выпало? Да, мне это надо определенно. Так, вот ты гори, кстати, да, это хорошо, что ты горишь. Все, молодец. С него выпал не черный, а вот с кого-то выпал черный. Сырой необработанный материал. Из него можно сделать, получается, осколок скинтонита и улучшить мой сломанный клинок до +4. Наконец-то у меня будет еще больше урона. Так, мне вот этих слизней сейчас, пожалуйста, побольше. Так, это что такое? Бляха-муха, яйца! А подскажите, пожалуйста, с кого черные кристаллы падают? Вот с этих слизней, да? Так, тихо, я сейчас умру. Бляха, я сейчас умру. Все, попили. Гарпи, отстань. Нет, в жопу тебя я точно не буду убивать. Я не могу! Валим отсюда! Плевать на эти кристаллы, ребята! Хотя, может быть, если хотя бы один заработаю, то уже будет шикарно. Они догоняют, у меня нет выносливости, я не могу бежать! Help! Господи, помогите! Я в заперти! Я в ситуации СОС! Черт возьми, жуки! Кыш! Долбаные жучары, а! Какие монстры-то сильные стали! И это я еще силу прокачал, чтобы вы понимали! Капец, ребята, ну вы живучие! Твари! И где я умер? Где мне сейчас эти спарки искать? Где-то в той стороне, да? Так, ладно, все, не паникуем, все замечательно. Необработанный осколок скинта 2 штуки готово. И... Что? Ты просто прошел? То есть ты хочешь сказать, что вот эта бумажка не помогает? Нужна бумажка, которая крутая? Ого! Ладно, тогда приобретаем хорошую бумажку. Вот она, 6000 спарков, спасибо. Далее старую убираем, новую налепливаем. Да, все, я понял. То есть для этого теперь нам нужно еще и покупать более четкую бумажку, которая, кстати, походу не ломается. Да, у нее даже прочность не появилась, и она, походу, бесконечная. Ай да ладно, ай да хорошо. А вот эти можешь обрабатывать? И вот эти можешь обрабатывать. Ой, молодец. Так, погоди, а ломается? Проверка. Не ломается. Теперь проверяем, сколько нужно, чтобы прокачать.
Ровно 2. Супер. 53 плюс 36, а здесь 57 плюс 40. Да, определенно хорошо. И это всего лишь за один-то плюсик. Забираем. Как говорится, дальше больше, ребята. Прокачиваемся и не гневаемся. Раз уж этот гнев заметило начало, то это означает, что нам действительно лучше скооперировать свои силы. И я уже давно говорю о том, что мы с Джоном, когда вместе, намного сильнее. Я это начал подмечать еще серии 5 назад, и я уже об этом сказал, наверное, все раз 5 за все эти 5 серий. Так что меня сегодняшняя серия немножко в небольшой шок повергла. Типа, неужели мы реально разойдемся? Но нет, мы живем. Как и ваши лайки, как и ваши просмотры, как и ваши подписки. Все это живет, и благодаря всему этому живет и этот канал. Ребят, я правда надеюсь на то, что вам нравится, что вы смотрите. И я надеюсь, что вы нас поддерживаете. Кстати, недавно вышла новая коллекция на сайте мироходец.ру. Там шарфы GDH, шарфы Лолошки, игрушка Рая Прайм, фигурки, блокноты, носки, рюкзак Мироходец и многое другое. Еще раз большое спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Луки, который показал свою силу, и пропавшая Сайриса. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.